Есть знания, которые не читают в книгах, их вспоминают. Это и есть магия звезд и древних цивилизаций. Такой вопрос, знают ли они возможно, есть информация, какое практическое значение имеет укрепление в форме звезды по всему миру? Есть ли связь Гипербореи с другими цивилизациями этих Нет, строений? связи нет. Эта форма помогает держать те элементы, которые дают нам возможность выживать на Земле. Изначально, когда на Землю пришли разные цивилизации, им нужно было чем-то быть объединенными. И объединились они 5 элементами. Эти 5 элементов соединяют и создают некую атмосферную такую атмосферный круг вокруг Земли и помогает выживать, именно выживать. Потому что они показывают, у каждого есть свои элементы. У каждого, кто пришел сюда, есть свои 5 элементов собственные. Но на Земле нужно играть по правилам Земли. И нужно принимать 5 элементов Земли, Гаи, Мгм. для того, чтобы быть здесь. И вот эти строения в форме звезды, это и есть, когда они вот соединяются, они в одной точке и создают некий купол, которые транслируют эти 5 элементов, создают как бы закрытую зону 5 элементов Земли, чтобы кто пришел сюда, временно не мог воспользоваться своими собственными 5 элементами. Ой, я не знаю, Правильно ли понятно? я правильно ли понимаю, что эти 5 элементов, земля, вода, воздух, огонь, космос или эфир? Нет, эфир — жизнь. Жизнь, окей. Это Ну, ключевой элемент Земли. 4 Да, земля, вода, воздух, огонь правильные. да. Мгм. Огонь и металл, они говорят еще иногда металл. Мгм. Взаимозаменяемые. Мгм. Мгм. А представителям, или потомкам цивилизации Кибербореи, нужна ли помощь, и можем ли мы чем-то помочь им, если это необходимо? Они говорят, что им очень сложно, но в этом их задача. И если мы хотим помогать, и они очень, он так показывает, признательны даже за это предложение. И если такая надобность будет, нам дадут знать. Мгм. Благодарим со своей стороны, повторно говорю, что мы готовы помогать. В том, что все в наших силах, мы готовы помогать без ущерба себе. Они прям показывают, что им это действительно очень приятно. Есть, то есть было названо, ой, аж мурашит. Есть такая теория, что территория современной Украины когда-то называлась Гипербореей. То есть из той информации, которую вы говорили, это получается, что это очень близко к реальности. Это правда. Они говорят, что территория Гипербореи, можно сказать, что находится на Германия, Польша, Украина и часть России. Они говорят, Мгм. что тебя конкретно интересует, они не понимают. То есть Мгм. зона влияния, зона пребывания, что тебя конкретно. Они говорят, первичное наше проявление. Что тебя конкретно интересует? Первичное проявление. Да, они показывают четко, конкретно. Сейчас я тебе скажу, города какие. Это Каховка, Новая Каховка, Херсон, Мгм. м, Николаев.
Но вот, до Николаева немного не показывают сам Николаев, нет, не показывают. Потом, уходит туда, в сторону Кировограда, Винницкая тогда область такая вот, и уходит на Западную Украину. То есть вот какими-то такими они показывают, прорисовывают как жирным фломастером. А можно ли тогда считать, что представитель или трипольская культура сама по себе является, каким-то образом основывалась на, цивилизации Гипербореи, на их знаниях? Да, они сказали, что, трипольцы — это их, потомки, оставленные на земле. После того, как Мгм. они А с таким, наукой, как, казацкий спас, соответственно, тоже есть связь непосредственно знания Гипербореи, поскольку очень много, внимания вот уделяется знак стихиям. 100%. Он рисует знак 100%. Мгм. Интересно. А, какая в свое время был на мысе Аркона, это Германия, Рюген остров. Там на мысе Аркона есть легенда о существовании славянского храма, в котором он был один из последних храмов, в котором еще существовала славянская магия. Эта магия как раз и была гиперборейской, один из Не храмов не только, в том числе. в том числе. Славянская Окей. магия, он сказал, это не только Гиперборея и Триполи. Мгм. И он еще говорит, что трипольцы уже научились у кого-то другому. То есть это трипольцы, как оставленные ими солдаты, прям солдатов показывает, на земле. Гиперборея, они как ушли в туман, они не ушли с земли, они как будто раз и стали невидимыми, а эти остались видимые. Мгм. Взаимодействуют с другой цивилизацией, от нее получают знания, и уже от этого производная это Триполи. Мгм. И уже дальше непосредственно пошла та же самая это развитие самой цивилизации, уже дальше, 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 тоже Да, смешивая знания, которые. да, и трипольцы взаимодействуют еще с двумя, и вот это все они показывают, это все славянская магия. Мгм. Отлично, интересно. А в каких сферах ваши знания, нужнее всего нам сейчас? Какие, знания вашей цивилизации могут лучше всего помочь нам сейчас? Строительство, технологии, здоровье, творчество, социальные проекты, бизнес или духовные практики? Они показывают, что в продвижении, нашей эволюции прям как будто бы мы становимся люди, которые молча разговаривают через Телепатия. дальний план, да. То есть магические практики, получается, больше упор на. Им не нравится само слово "магические". Мгм. Они бы хотели, внести ясность, что Ну, это, что такое магический. Они не использовали это слово, поэтому они хотят внести ясность. ну, имеется в виду навыки и умения, которые даны природой человека, то есть природные способности человека общаться на ментальном уровне, изобретать, то есть, ну, быть человеком на космического уровня. Тогда они, да, тогда они согласны, потому что человек и есть космос, часть космоса, в соединении с земными стихиями они показывают, усиливает свой потенциал и использует на благо всей космической системы. Если это и есть магия, то да, они будут способствовать в развитии магии. Мгм. А в плане здоровья, телесного здоровья есть у них практики, то есть или технологии, На самом деле знаний? они мне говорят, что это не важно, потому что тело будет здорово, если будет здоров дух. Мгм. Логично.
Сейчас очень раскрывается тема, то мы вот уже закрывали, переход Земли и человечества, в новую реальность. Эм, знает ли какой-то примерный, скоро ли переход в новый мир? В чем отличие? По земным меркам вчера, говорят. Тоже вариант. Как есть ли смысл ускорения этого развития? То есть, в принципе, ответ уже был, Ни в для того, коем чтобы случае, они ни в прям коем машут, случае. прям сильно машут. Ни в коем случае снова мне показывают, что если мы ускоримся, мы не узнаем очень много интересного. Они показывают, Мгм. что мы как ракета пролетаем мимо всех знаний. Мгм. А что будет с теми, кто не сможет измениться? Что мешает? Можно ли проработать какие-то моменты? Вот кто не сможет измениться, эволюционировать, что с ними будет? Значит, показывают такую интересную штуку, как 3 слоя мира. Как будто бы Земля. Подожди, знаешь, что мне показывают? Что над землей есть вода. Мгм. Для того, чтобы дойти туда, у нас нет даже, а, у нашего аватара даже нет возможности там еще пока выживать. Поэтому не надо торопиться. Они показывают, что Земля трехслойная. И на первом слое те, кто совсем не хочет развиваться. Второй слой Мгм. те, которые чуть подтягиваются. Третий слой те, которые уже на данный момент управляют своей реальностью. Есть А мы еще, Мгм. есть еще, но это уже те, кого начали подготавливать его аватар к выходу вот в эту воду. Мгм. То есть изменение тела уже непосредственно. Да, давай я сейчас задам вопрос им. Мне интересно, что это за вода? Мгм. Это метафорическая или это настоящая вода? Это они опять смеются. Ну, короче, наш язык для них не подходит. Мы очень много смешного говорим. Ну, не такого, что они не так понимают. Вода — это космическая вода, они сказали. Не Мгм. метафорическая, настоящая, это космическая вода. Стихия. Это энергия, стихия воды. Да, энергия стихии воды, но она находится в таком своем состоянии, в котором мы ее не знаем. Мгм. Они показывают, мы знаем ее на низких вибрациях, как лед, на высоких вибрациях, как пар, а О. есть еще выше Мгм. вибрация, и выглядит это как вода, но по качествам мы так такую стихию не знаем То есть здесь, на Земле. эталон стихии воды в том, что получается. То есть откуда и Мгм. первоначально идет вода. Ну, Мгм. само понятие. Да, Мгм. наверно. А какими будут новые люди? Откроются, какие способности они откроют? Знают ли они? Могут ли нам Мгм. сказать? Мгм. Перемещать сознание в другую точку мира, то есть путешествовать без чемоданов. А, Дальше исцеляться моментально, выстраивать свою, ну, новую ветку реальности, перепрыгивать через ветки реальности моментально, телепатия. И это, жизнь без паразитирующих существ. Мгм. На этом они делают Ам, акцент, что это будет самое важное — недосягаемость. то есть вибрация до такой степени, ну, высокая вибрация, на которой паразит просто не может выживать, соответственно. Да. Мгм. А, правда ли, что на Земле много тех, кто помогает сейчас в переходе, и в каком-то, если можно, процентном примерно соотношении, есть теория, что необходимо там 18 или 16% минимум, насколько мы близки до того, чтобы критическая группа людей, которые помогают переходу, собралась?
Он сказал, они давно на земле, они давно помогают. Переход уже длится Мгм. тысячи лет земных. Не Мгм. 300, а тысячи. Почему-то 300. И еще он сказал, что то, что на земле они присутствуют, это не вся помощь. И он показывает вокруг Земли все в таких звездах, звездах, звездах. И когда он приближает мой взгляд к этой звезде, это космический корабль. Но Мгм. он не как космический корабль, он опять же прозрачный. Как опять, как водяной, ну не водяной, он просто Ну, прозрачный. прозрачный. Да. Мгм. Вот эти А звезды если и корабли, и это все наши помощники. Мгм. Но также, А й он говорит, такое же количество и врагов. Мгм. Ам, а как лучше всего тогда, двигаться вперед? Ну, в общем-то, ответ сразу приходит, не глядя на врагов, просто двигаться вперед и создавать новую реальность. Осознать, что из того, что есть внутри вас, есть иллюзия. Они говорят, когда вы отделите себя от иллюзии, вы совершите самый главный свой переход. Мгм. Тогда вот такой вопрос есть. Много сейчас очень популярно, и многие считают это именно походом просветления с помощью психоделиков. Разные комбинации химических элементов, комбинации растений. Как у них к этому отношение? И в действительности ли они помогают людям сделать этот переход? Или наоборот, отвлекают его от этого перехода? Не отвлекают, это и есть иллюзия. Люди, которые погружают себя в иллюзию, они останавливают свое движение. То есть психоделика — это и есть иллюзия? Иллюзия. Способствует Она способствует, этой иллюзии? Да, Мгм. А есть ли послание, для человечества с их стороны? То есть вот у них был также, насколько мы поняли, интерес в этом контакте. Есть ли какое-то послание от них, которое они хотели бы через нас передать? да. Они почему-то говорят о важности разделения страха и нас. То есть а, они говорят о том, что страх — это прям живая какая-то цивилизация, структура. И что он настолько иллюзорный, что когда-нибудь мы будем даже очень удивлены, что мы пользовались этим состоянием. Они говорят, что они тоже пользовались этим состоянием. Но как только они смогли отделиться от него, развитие совершенно приобрело другой виток, другую скорость, другое качество. Они говорят о том, что сейчас они могут нам дать настройки, Мгм. схемы, схемы, которые мы можем везде говорить, показывать, рисовать, чтобы как можно больше уходило иллюзий страха. Они сейчас М. рисуют такую спираль, как будто песок, и вот на песке они как будто пальцем поставили палец. В левую сторону они рисуют спираль. Сейчас 3, 4, 5. 5 витков, значит, начинали рисовать с точки и закончили рисовать наверху, прямо над этой точкой. Такая, как улитка красивая получилась. И Мгм. теперь с этой улитки, я нарисую, когда выйду, они начинают рисовать тоже витки, только по-другому. Вот эта точка как будто снова центр, а теперь мы идем в правую сторону. Раз, 2, 3, тоже 4.
И тоже 5, и тоже так же заканчиваем. И он говорит, что начните с 2, а потом их можно продолжать. Если рисовать на руке, это избавляет от страха. Это одно Мгм. звено. Он говорит, что это одно звено. Вот эти Эт 2 улитки, 2 круга — это одно звено. Их нельзя рисовать по отдельности, ни в коем случае, он говорит. и непосредственно как практика человеку необходимо это самому рисовать или хватит, того, чтобы человек, смотрел на эти 2 образа? Достаточно смотреть, делать украшения, показывать на шее, кулон, рисовать на руке, ам, рисовать на природе, на деревьях показывать можно, оставлять эти знаки просто. Просто Мгм. мы должны оставлять эти знаки. Э, Тогда со своей стороны, то есть можем ли, это финально или можем мы на основе этих знаков, допустим, укреплять их теми же самыми рунами, какими-то другими знаками, усиливать их? Нет, они сказали, что это очень сильные знаки. Если нам Мгм. недостаточно одного звена, мы можем добавлять дальше. Но на данный момент всю фигуру он мне не будет показывать, потому что нужно научиться взаимодействовать через вот Мгм. этот знак. Что самое важное нам понять сейчас и передать другим, вот, кроме этих символов 2 улиток и про страх? Это есть самое важное. Возможно, что-то есть еще, что мы могли бы передать на данный момент. То мы никуда не должны торопиться. Мгм. Вокруг очень много опасностей. Если мы куда-то торопимся, мы покидаем зону безопасности. О нас сейчас заботятся. Мы должны дать позаботиться. Мгм. Научиться принимать заботу. Да. Мгм. Ам, Очень благодарим за этот контакт. Если, возможно, есть какая-то еще информация, которую мы сегодня э, не обговорили, которую у них есть желание с нами поделиться, ам, мы с удовольствием готовы это сделать. С благодарностью. Он говорит о том, что мы должны сначала усвоить то, что мы получили, Мгм. что мы не настолько способны воспринимать, насколько мы думаем. Логично. Была группа, контактеров еще в Советском Союзе, которая, м, написала алфавит Гипербореи знаками. Насколько они являются, правдивыми и насколько их можно использовать сейчас? Они сказали, что для того времени это было это была правдивая информация. Это не есть алфавитом Гипербореи на 100%, но это была Мгм. правдивая информация, это было необходимо уже знать на тот момент. А сейчас эту информацию, она может принести вред? Нет, ее очень мало. Эта Мгм. информация сейчас. Алфавит состоит из гораздо-гораздо больших символов. Просто это Ну, маленький часть. Мгм. информации. Окей, благодарим. Тогда еще раз, благодарим за такой контакт. Надеемся на, новые встречи. Как часто мы можем обращаться и проводить такие встречи? Он предлагает это делать раз в месяц, потому что наши способности восприятия, и он показывает, если в нас будет что-то входить, и наши способности восприятия очень низкие по сравнению с тем, сколько они могут нам дать. Мгм. Можем ли мы тогда также общаться с другими цивилизациями в момент, когда, то есть мы раз в месяц общаемся с Гипербореей,
Есть ли какие-то противопоказания того, что мы будем общаться с другими цивилизациями время от времени тоже в этот период? Они говорят, что если мы не будем ходить в гости к серым, М, то тогда и все устроит. мгм. Просим тогда, соответственно, также, ну, в любом случае, со своей стороны у нас в планах таких отсутствуют планы серыми. И если есть возможность нас предупреждать, потому что серые могут обманывать, и если вдруг какие-то моменты, помочь защитить от неосознанного контакта с серыми. Он говорит о том, что как только вы зайдете на территорию серых, они сразу вам начнут предлагать какие-то сверхспособности, сверхусловия и будут просить что-то сделать. Все, благодарим за подсказку. Говорим внутри: "Я благодарю", закрываем контакт, с Я, полностью бл- благодарности. "Я благодарю за контакт. Я беру только то, что безопасно. я беру только то, что безопасно. Все остальное остается у вас. Все остальное остается у вас. Канал закрыт, Канал закрыт, доступы сохранены. доступы сохранены. Я возвращаюсь в свое тело полностью". Я возвращаюсь в свое тело полностью.